Всем добрый день, меня зовут Олеся, я работаю в сфере HR, изучаю психологию. Сегодня новое видео, поехали! И сегодня вопрос следующий. Что делать, если менеджер опоздал на собеседование? Абсолютно понятно, что опоздание это неприятно, как и для менеджера, так и для кандидата. Все нервничают, во всяком случае кандидаты чаще всего нервничают. Конечно, это все очень неприятно. Поэтому необходимо в первую очередь обратить ваше внимание, если вы кандидат, на причину опоздания менеджера. Во-первых, принес ли он вам извинения и была ли причина его опоздания объективной и уважительной. Список уважительных причин, я понимаю, что может быть достаточно субъективен, и многие для себя определяют список этих объективных причин, уважительных причин. Причины разные, разного характера, но если брать в общем и целом, то, к примеру, опоздание по причине того, что менеджера задержал руководитель, это вообще плохая причина, сразу могу сказать. Если, естественно, менеджер, он должен просто открыто и четко вам объяснить, почему он опоздал. И, естественно, он должен был вас предупредить заранее. Если он вас предупредил, причина была объективна, ну, то есть уважительная, ну, тогда все в порядке. И я думаю, вы сможете договориться, может быть, о том, что необходимо встречу перенести, либо, если у вас позволяет время, вы можете подождать. И если этому менеджера позволяет время, то тогда все прекрасно. Поэтому причины опоздания, которые сразу указывают на то, что человек переносит ответственность за свое опоздание на кого-то другого или на какие-то другие обстоятельства, то есть пробки, руководитель, совещание и так далее, это, честно сказать, все очень плохо. Потому что, это, конечно, просто указывает очень ярко на то, что человек не может свое время правильно организовать. И здесь уже ваше право, конечно, и ваше желание, как дальше поступать. Вести диалог дальше с компанией, пытаться сотрудничать и так далее, или же прекращать какой-то диалог, потому что индикатором это является очень ярким. Опять же, ко всему сказанному добавлю, что допустимое опоздание все-таки это максимум 15 минут. Вот в рамках определенных компаний и в рамках определенных сфер деятельности это может быть очень огромным промежутком времени, потому что в некоторых сферах как раз деятельности 15 минут это очень много. Поэтому здесь нужно отдавать себе в этом отчет, и я думаю, вы понимаете, если для вас 15 минут в среднем это допустимое количество времени, которое вы можете позволить себе подождать менеджеру с расчетом на то, что у вас дальнейшая беседа займет минут 30-40, окей, здесь вы должны для себя тоже четко понимать, какое время вы можете ожидать, потому что я думаю, что вы должны были заложить определенный промежуток времени, да, определенный запас времени для того, чтобы приехать на беседу, провести беседу и потом дальше ехать по своим делам. Здесь это все-таки должны определить для себя, конечно, вы. Но в целом, в целом я могу сказать, что это максимум. Если к тому же менеджер задерживается на более чем 15 минут, приезжает или приходит и говорит о том, что он задержался в пробках, здесь, конечно, ваша реакция – это ваше личное дело. Скажу про себя, это совершенно недопустимо. Как для человека, который работает в этой сфере, так же, как и для кандидата, это в любом случае недопустимо. Как и во многих других вопросах, есть исключения. Исключение в данном вопросе тоже может быть. Исключения следующие. Для руководящего состава, для руководителей производственных предприятий, таких как станции, заводы, режимные и полурежимные объекты, фабрики, лаборатории. То есть вот такие производственные объекты, и я думаю, что их еще можно добавить, дополнить этот список небольшим количеством объектов. То есть вот эти производственные объекты, я сейчас как раз именно делаю акцент на слово «объект». Мы не говорим про офис, который находится где-то в городе, в офисном здании, и вы приезжаете туда, и человек вам опоздал на встречу. Это совершенно другая история. Я говорю сейчас как раз конкретно про производственные объекты. То есть вот на них могут быть исключения, просто потому что эти сферы требуют иногда незамедлительных действий.
Я думаю, для людей, которые работают в этих сферах, вообще вопроса не стоит, они все прекрасно понимают без каких-либо дополнительных объяснений. Если вы никогда не работали в такой сфере на конкретном, именно на производственных объектах, если вы не работали, для вас это будет новинку, потому что очень часто происходят ситуации, которые требуют присутствия руководителя незамедлительно. Присутствие руководителя. Поэтому и руководитель, и люди, которые имеют непосредственное прямое отношение к руководящему составу. Вот эти люди, они могут задержаться. И здесь при назначении встречи, при планировании собеседования, конечно, менеджер обязательно об этом, я думаю, проговорит и попросит вас заложить на встречу как минимум 4 часа. То есть, если мы говорим про крупные города, то есть там на дорогу время и так далее, да, и непосредственно там 1,5-2 часа на беседу. Конечно, она не будет столько длиться, но зато у вас будет время в запасе, как до, так и после, и вы сможете себя чувствовать комфортно, и не будет никаких непонятных форс-мажорных ситуаций. И еще момент хочу проговорить. Если вы человек по своей натуре достаточно скромный, вам может быть сложно дальнейшее какое-то проведение беседы после опоздания менеджера либо рекрутера. Особенно если менеджер не уточнит и не проявит инициативу со своей стороны, не уточнит у вас, сколько у вас осталось времени для того, чтобы провести все-таки диалог, провести собеседование. Они действительно очень часто, особенно непрофессиональные менеджеры, могут не задавать такой вопрос, и сам кандидат тоже сможет не позволить себе, его природная скромность, сказать, что у него все-таки осталось времени, буквально 20 минут на собеседование. И его будут держать 40 минут, затем это все будет очень сильно нервно происходить, и дальше все это будет таким круговоротом событий дальнейших, да, о которых менеджер уже не факт, что вообще узнает. Так вот, чтобы таких ситуаций не было, если вы понимаете, что менеджер задержался, но вы все равно собираетесь остаться дальше на собеседовании, и собеседование у вас, например, планируется, по идее, 40-минутное, а у вас уже нет этого времени, я вам рекомендую тогда это обговорить либо по телефону, потому что я думаю, что вы с менеджером все-таки свяжетесь, если он опаздывает, и сообщите, что у вас уже есть лимитированное время, и это время нужно назвать. Этот промежуток времени нужно сказать, что у вас осталось, например, 30 минут. На беседу вы можете потратить только 30 минут, потому что вам затем необходимо уже быть в другом месте. Все. То есть обговорите обязательно этот момент, потому что никто не может прочитать ваши мысли, во-первых, да, то есть вы себе сразу облегчите жизнь на дальнейшие несколько часов, и сразу сможете сориентироваться, все-таки будете беседовать или нет. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в день собеседования, важно правильно подобрать для себя одежду в этот день, поэтому у меня есть прекрасное видео, я очень рекомендую его посмотреть, что надеть на собеседование, ссылка будет как раз здесь, ссылка будет в описании к этому видео. Обязательно посмотрите и чувствуйте себя комфортно в день собеседования. Ну что ж, на этом у меня все. Я всем желаю успехов. Не забудьте подписаться, поставить лайк. До скорой встречи. Берегите себя. Пока.